Всем привет! Давайте сегодня посмотрим просто какую-то супер клевую коллаборацию «Вкусная точка» и вот космической темы Роскосмос. Офигеть! И причем это маленькие наборчики Лего. В общем, офигеть, мне очень понравилась идея. Хотелось прямо пособирать. Очень клевые. Они тут все, на самом деле, с разным количеством деталей, что мне очень понравилось. Так что давайте смотреть. Спонсор этого видео — это мои открыточки. Напоминаю, что я рисую вот такие милые иллюстрации. Эти открытки можно приобрести на Озоне с быстрой доставкой. Если вам прямо сейчас не нужны открытки, можно добавить магазинчик в избранное, и тогда они будут попадаться в поиске, когда вам понадобится. Так что заходите. Такая как будто немного космическая тема, так что подходит. Я думала начать по порядку собирать, так что первое начинаем с Востока. Давайте посмотрим всю коллекцию. Посмотрите, она вот так выглядит. Тут есть даже космонавты, я вот их тоже приобрела, по-моему, очень прикольные. И вот разные ракеты. Союз, вот есть луноход, он такой тут няшненький, офигеть. Его я тоже себе взяла в коллекцию. В общем, у меня есть не все, но все основные ракеты есть, так что пособираем, посмотрим. Продаются они, кстати, по 200 рублей всего. Такая приятная цена, мне кажется. Так, давайте смотреть. И прямо посмотрите, инструкция такая детальная, офигеть. Прямо с иллюстрацией, с информацией. Блин, очень здорово. Мне очень нравится. Смотрите, вот кабина, космонавт. Очень клево. Ну, это самый первый вот космический корабль, который вот полетел с Гагариным. В общем, очень прикольно. И на обратной стороне инструкция по сборке. Такая прям подробная. Наборчик тут такой, на самом деле, не такой уж и маленький. Прям, знаете, как маленькие наборчики Лего. Не супер большой, но есть что пособирать. Тут серые детальки, кстати, они вот такие, немного перламутровые, не прямо серые. То есть такое создают ощущение, как будто металл. Очень прикольно. Присоединяем кабину. Такая кругленькая, мне прям нравится, дёшненько выглядит. Вот, посмотрите, какая клевая. Так, тут самое интересное — вставлять антенны, но мне, похоже, не хватило детальки. Мне не хватило вот этой детальки, вместо нее вот такая лежит лишняя, блин. Интересно, так у всех или это только мне так повезло? Теперь надо решить, какую антенну не ставить. Посмотрите, какие длинные антенны, очень клево. В общем, посмотрите, как здорово. Здесь должна быть еще одна антенна, но у меня нет крепления. В общем, он выглядит такой довольно большой, прям эффектно выглядит. Очень прикольный. Мне нравится. Мне кажется, возможно, это даже самая прикольная тут фигурка будет. Блин, как клево. И он такой кругленький, очень милый. Очень клево. И прям он какой-то супер инопланетно выглядит, конечно. Его, кстати, если поставить, он прям хорошо вот так стоит. На полочке можно. Очень прикольно будет. Так, дальше давайте посмотрим ракету «Союз». Блин, ну вот это, наверное, такая самая классическая форма ракеты, которая, знаете, такая узнаваемая. В общем, очень хотела именно ее заполучить, очень прикольная. Тут, судя по всему, будет немного поменьше деталек. Посмотрите, тут какая прям интересная информация. Мне, на самом деле, очень нравится, что тут все расписали, очень прикольно. Посмотрите, тут даже есть схема, как это работает. Очень клево. И на обороте инструкция. Интересно, посмотрите, тут гигантская деталька, которая все держит ракету. Очень клево. Блин, прям прикольно. За 200 рублей, мне кажется, пособирать прям очень клево на космическую тему. И, кстати, они все подходят к обычному Лего. Все вот такие конструкторы. Так что можно юзать спокойно с Лего тоже. Тут, кстати, на всех детальках печать. Довольно приятно. Знаете, не наклейки, а вот все напечатано. Здесь довольно интересное решение, что здесь вот есть, получается, такой, как это, держатель, стержень. Ни разу такого не видела, честно говоря. Обычно просто собираешь и собираешь. По сути, не такая уж большая фигурка, но интересно, что тут есть прямо стержень. Получается такой наконечник. Посмотрите, такая длинная, прям прикольно. Одна турбина, и посмотрите, тут вот снизу даже небольшая печать есть, как будто тут вот огонек. Очень прикольно. Вот, получается, вся ракета, и посмотрите, она прям такого внушительного размера. У меня даже на снимательный столик мой не очень помещается. Очень клевая, такая длинная, прям прикольно. Мне тут хватило всех деталек, все на месте. Даже одна деталька лишняя осталась. В общем, очень здорово, мне понравилось. Есть что пособирать, прям прикольно. Мне кажется, наборчики прям такого хорошего размера. Вот напишите мне теперь интересно, вот у этого у кого-то тоже не хватило детальки? Или это только мне повезло? Блин, он очень клево выглядит, конечно, такой эффектный. И еще в коллекцию я тоже приобрела вот таких космонавтов. Давайте посмотрим. Такие не совсем стандартные мини-фигурки. Но довольно прикольно выглядит. Интересно посмотреть.
Да, тут прям немножко деталей, но прическа, кстати, очень клевая. Посмотрите, как клево. Блин, настоящая фотка. Очень прикольно. Тут либо одевать волосы, либо скафандр. Посмотрите, тут прям закрывается. Очень клевая деталь, мне нравится. Офигенно. Тут прям есть что пособирать. Мини-фигурки прям такие довольно детальные. Прям и руки разбираются. В общем, клевые маленькие космонавты в скафандрах. Посмотрите, даже есть вот рюкзак тоже специальный, космический. В общем, очень прикольно. Мне очень нравится форма ног. Тут она такая забавная. И посмотрите, тут вот эта вся печать тоже. Она не стирается. Прям очень прикольно. И на самом деле очень клево, что тут открывается шлем. Его, конечно, не открывают в космосе, но забавно. Посмотрите, как клево. И можно сравнить пропорции. Посмотрите, вот тут ракета такая. И посмотрите, как клево можно его прицепить. Снаружи он что-то делает в космосе. Довольно клево. А девочку можно вот на эту ракету прицепить. Тоже прикольно. Так, давайте продолжать. Вот этот луноход я очень хотела. Посмотрите, какой он няшненький. Мне очень нравится, как он выглядит. Рассчитываю, чтобы он супер няшненьким получился. Посмотрите, какой он милый вживую. Видите, какая тут клевая солнечная панель круглая. Тут, если посмотреть, вот все детальки в коллекции сделаны в одном цвете, то есть они вместе будут стоять, очень прикольно выглядеть. Знаете, вот все в одной цветовой гамме. На полочке всю вот коллекцию расставить, мне кажется, очень прикольно выглядело бы. Начинаем строительство лунохода. Тут, кстати, деталька, она вот такая вот золотая прям немного, тоже не просто желтая. Забавно, посмотрите, деталька. Это самый настоящий космический бластер. Смотрите, без шуток, это прям та же деталька. Вот у него в руках. Интересное использование. Торжественно прикрепляем колесики. Они, кстати, двигаются. То есть тут он прямо будет ездить. Очень клево. И посмотрите, какой няшненький луноход получился. Офигеть. Это, наверное, самая клевая фигурка из этой коллекции. Мне больше всех нравится в итоге. Очень прикольная. И посмотрите, он действительно ездит. Очень милый и очень клевый. Вот эта солнечная панель, это очень супер, очень мило выглядит, знаете, как хвостик такой. Вот эта часть, она выглядит прямо как рог единорога. Забавно. Очень милый. У него даже такое тут личико как будто. Если вы любите волшебство, как и я просто уверена, что вы любите дарить вот такие милые открыточки своим любимым. Я рисую вот такие добрые открытки, которые можно купить на Озон с быстрой доставкой. Удобно, когда собираешь подарочек, просто добавить к заказу. Есть вот такие милые варианты для влюбленных или такие более забавные, вдохновленные мемасиками. А также вот такие лаконичные открытки для самых важных слов. А также в магазине всегда есть открытки на день рождения. Так что заходите в магазинчик, добавляйте его в избранное, тогда вам будет выдаваться в поиске новые, редкие, лимитированные тиражи на различные праздники. А еще в моем магазинчике можно найти вот такую необычную мини-открытку-кассету с ретро-вайбом. Вот эта ракета мне всегда нравилась, как выглядит. Знаете, ракета и с таким самолетиком очень прикольно выглядит. Так что я тоже себе прикупила в коллекцию. Такая фотография клевая. И тут также небольшая схема, посмотрите, как интересно. Тут наборчик прям небольшой, кажется. Я помазала руки кремом перед сборкой. Это была моя главная ошибка. Офигеть, как сложно собирать. И посмотрите, какой клевый самолетик получился. Он совсем крохотный. По сути, из двух деталек состоит всего. И очень клево, что он тоже присоединяется. И его можно и снять, и присоединить. Очень клево. Вот по дизайну вот эта ракета мне прям очень всегда нравилась. Знаете, и ракета есть, и самолетик есть. В общем, все вместе. Очень прикольно. Она такая совсем небольшая, но такая пухленькая. И давайте теперь соберем спутник. Вот здесь такие тоже милые солнечные панели мне нравятся. Они очень прикольно выглядят. Вот, посмотрите, какой он красивый. В общем, мне очень нравится, что тут так информацию добавили. Очень прикольно. Здесь вот такая небольшая схема. Возможно, по количеству деталек это самый маленький набор. Но они тут такие большие, что не так уж заметно. И прям огромные панели на самом деле. Мне прям очень нравятся детальки с печатью. Очень клево. И она вот... она с двух сторон, кстати, напечатана. И вот, кстати, они тоже сделаны, видите, такие как будто металлические немножко. Очень прикольно. Какие золотые серебряные детальки красиво переливаются. Мне нравится, как выглядит. Детальки мне понравились, но вот он немного такой абстрактной формы получился, как будто. Такой вот. Он довольно прикольный. Тут все двигается, и эта штучка тоже. И такая антенна длинная.
Последняя штучка в моей коллекции — это вот такая ракета. Так что давайте ее тоже соберем. Тут также информация. Интересно почитать. И схема. Тут получается очень много похожих деталек, смотрите. Тут вот в этом нет такого большого стержня. Тут такая небольшая деталька прям. Такие маленькие милые ножки. Не было до этого таких. Прикольно. Какой здоровский острый наконечник. Прям тоже интересная деталька. Получилась вот такая ракета. Мне так нравятся эти ножки, они такие милые. В общем, она такая, она не настолько длинная, как Союз, и такая пухленькая. В общем, очень прикольная. И давайте посмотрим всю коллекцию вместе. Но это не вся коллекция, мне не удалось все раздобыть. Там еще парочка коробочек есть. Вот так они различаются по пропорциям. Вот это вот, получается, Союз самая большая ракета. И посмотрите, мне так нравится, что она вот тут цветная, что тут есть цветные вставки. В общем, мне она очень понравилась. Больше всего мне понравилось, конечно, корабль «Восток». Блин, он очень прикольно выглядит, это как-то супер инопланетно, очень няшненький. И сделано здорово. В общем, вот мне он очень понравился. Но луноход, честно говоря, просто украл мое сердечко. Он просто самый мой любимый. Посмотрите, какой он милый. И колесики тут работают. В общем, какая-то супер милота. Очень здорово. Мне очень понравилась эта коллекция. Отдельное упоминание, мне кажется, стоит вот эту ракету тоже. Она вот отдельно с самолетиком, который открепляется. Посмотрите, как здорово. Мне кажется, очень интересно пособирать. А если вот человек интересуется, то это просто какая-то невероятная штука. Знаете, даже в подарок можно подарить. И понравилось собирать. У меня не возникло каких-то проблем. Все детальки, все отлично сходится, никаких сложностей не было. В общем, приятно провела вечерочек. Мне кажется, очень клевая коллекция. Кстати, спутник мне тоже очень понравился, но вот как будто деталек, может быть, не хватило. Кажется, немного вот по сравнению с другими более просто выглядит. Но вообще прикольный. Только посмотрите на этот нежный луноход. Так здорово, посмотрите, прям ему как будто глаза сделали. Офигеть. Обожаю находить такие необычные и интересные штучки и смотреть их, распаковывать. Так что подписывайтесь, еще много чего запланировано. И скоро увидимся в новых видосиках.